Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры, на которых я помогаю вам экономить средства. Сегодня я расскажу вам про Poco X6 Pro. Разумеется, это концерн Xiaomi, разумеется, это копипаст Redmi K70E, который уже давно продают в Китае, который являлся какое-то время лидером по продажам в среднем ценовом сегменте. Не надо говорить, что там что-то не допилили, вот завтра допилят, потому что вот эта железка после нескольких месяцев обкатки в Китае. К слову, обзор на K70E, я несколько раз вам скажу за ролик, уже был на канале. Что у нас здесь веселого? 1600 люксов пиковой яркости у этого смартфона. Правда, только 1 секунду, а потом сброс ниже 8 сотен, которая, в принципе, здесь максимальная. 120 Гц экрана, который, разумеется, вы не везде увидите. И по поводу FPS мы тоже поговорим с вами в ролике и в конце, и в недостатках. Я уже гонял его на YouTube-канале Польза стримы в течение 3 часов. Кому было мало, сегодня я еще раз его прогоню уже в турбо-режиме. Тут он выбивает еще в Storage-тесте. Супер здесь быстрая память. 184 тысячи это как флагманы. Но в то же время 45-минутный стресс-тест он пройти не способен в Antutu. Кто понимает, о чем я, тот понимает. Вроде бы классная автономность, опять же, 18% он у меня поедал на минималках в Геншине. Но в то же время в PC-марке он выдает меньше 8 часов. А это тоже использование. Если вы там звоните, параллельно еще GPS используете где-то, параллельно еще подснимаете, то примерно вот так. Это не суперский результат. Если говорить про зарядку, она быстрая, но не такая даже быстрая, как в его прародителе Redmi K70E. И здесь много но. Я для того, чтобы не расстраивать фанатов Poco, буду сравнивать его с Poco F3. Почему не расстраивать? Потому что за $250, сейчас уже, наверное, 300 с лишним, вполне возможно, распродажа закончилась. Напоминаю, что я купил его, он мне пришел, и пока я его протестировал, вот сейчас обзор. Раньше выгрузить я его не смог бы. Так вот, он предлагает на основной модуль только 4К 30 FPS. Почему только? Потому что в этом ценовом сегменте просто бешеное количество смартфонов предлагают 4К 60 FPS. Это сразу ответ тем, а что ты можешь взять лучше. Даже на сейле, даже в эти деньги, даже в сейловские деньги. В целом, девайс мне понравился. Если вы его приобрели, я вас поздравляю. Это классный смартфон. Надеюсь, обзор вы смотреть не будете, потому что у меня все топорно. Я одинаково ко всему отношусь. Смотрим. Распаковка. Данный смартфон поставляется в обыкновенной для Poco коробке из плотного картона. На ней есть краткая информация и название модели. Упаковка стандартная. В комплекте мы имеем сам смартфон, силиконовый чехол, блок питания на 67 Вт. Да, мы вспоминаем, что в K70E, а это прототип от Redmi, который уже очень давно продается в Китае, было 90 Вт. И обзор на него уже на канале. Кабель для зарядки с USB-A на Type-C, ключ для прорезиненного слота под 2 нано-сим-карты, карту памяти запихать сюда нельзя. И габариты смартфона у нас 160 на 75 на 8,5 мм, а вес 190 граммов. Не забываем подписаться на канал с колоколом, у меня обзоры ежедневно. Переходим к обзору. В продаже есть 3 расцветки, это черная, серая и базовая желтая. Внешне смартфон выглядит практически так же, как Redmi K70E. Тыльная часть выполнена из пластика, как и рамка, а в желтой расцветке тыльная часть выполнена из веганской кожи. Напоминаю, что эта вся веганская кожа через полгода, если вы не будете использовать чехол, превратится непонятно в что, а как вы заметили, чехол был серого цвета. Лучше сразу закупать себе прозрачный, чтобы видеть, как это все выглядит. Защита от влаги и пыли номинальная здесь по стандарту IP54. Делаю акцент здесь, что у самсунгов за меньшую стоимость защита получше. В руке смартфон лежит удобно, но грани прямые, хоть и тыльная часть имеет слегка закругленные края для более удобного хвата. На корпусе расположена кнопка питания, качель регулировки громкости. Люфт у качельки регулировки громкости довольно приличный, у кнопки питания практически его нет. Во всяком случае в моем смартфоне. Разъем USB Type-C OTG версии 2.0 и MHL подключения смартфон не поддерживает. Далее есть инфракрасный порт, микрофоны и динамики. Мини-джека не завезли в этой модели. Type-C-шник находится не посерединке, но это уже кому как нравится. Звучание в данной модели стерео с поддержкой Dolby Atmos, сертификацией Hi-Res Audio и Audio Wireless, динамики громкие, качество звука хорошее. Есть кастомный эквалайзер, но, к сожалению, перекос по звуку просто космос. То есть нижний динамик играет значительно громче. Вибромотор линейный по оси X, средний, но ближе к хорошим. Настраиваемый. Мне понравился. Список поддерживаемых аудиокодеков вы видите на экране. Bluetooth, к слову, установлен последней версии 5.4. Переходим к экрану. Здесь у нас смартфон оснащен AMOLED DOT дисплеем на 6,67 дюйма Crystal Res 1,5K Flow.
с разрешением 2712 на 1220 пикселей и защитой Corning Gorilla Glass 5 версии. Но не забываем, что здесь у нас неплохая защитная пленка прямо с завода с довольно хорошей олеофобкой. Рамки не громадные, что можно сказать и про подбородок, но он есть. Дырочка под фронталку аккуратная, в отличие от очень многих айкушек. Плотность пикселей 446 ppi, что очень хорошо. Яркость 900 нит в максималке, пиковая яркость 1600 нит у меня получилась. Что они заявляют? Они заявляют 1800 и 1200, но магия в том, что здесь при включенной автояркости на 10-й раз только смартфон удерживает яркость дольше, чем 1 секунду. Я повторяюсь, что на стриме это делал. В случае, когда он держал яркость 1600 люксов дольше 5 секунд, конкретно 8, он потом сбросил яркость до 500 люксов. То есть лучше ее не трогать. А на солнце, по какой-то неясной мне причине, данный смартфон сбрасывает в автояркости яркость ниже, чем максимальная. И вообще ничего не видно. Это, наверное, с обновлениями все подправят. И для многих это, разумеется, не важно. Как и много других вещей, о которых я буду говорить. Здесь установлен внешний датчик освещенности на 360 градусов. Имеется поддержка режима солнечного света, режима чтения и таких технологий, как Truecolor, HDR10+, Dolby Vision и Adaptive Sync. Частота обновления экрана максимум 120 Гц. Вспоминаем айкушки со 144 Гц, которые вы, в принципе, нигде не увидите. Но цифры цифрами. Частота дискретизации касания мгновенная в турборежиме 2160 Гц. Результаты теста на частоту дискретизации касания выдал по мне результат выше среднего. Мультитач на борту, и экран спокойно откликается на 10 касаний одновременно, но не особо быстро. Показатели шума выше 12% не поднимаются. Полноценный Always On дисплей, разумеется, не на борту. Вы же должны помнить, что это Xiaomi, и они на вас экономят. Опять же, для многих это абсолютно не важно. В других смартфонах, других брендов я такое не помню. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев под экраном и распознавания лица, и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает просто волшебно, нереально круто. Я не встречал подобных сканеров, но все равно 1 раз из 10 я промахиваюсь. И, разумеется, можно завести 1 палец 5 раз. Распознавание лиц срабатывает хорошо, можно внести биометрические данные до 2 лиц. Летим дальше. К самому интересному и, наверное, самому сложному. Почему? Процессор здесь MediaTek Dimensity 8320 Ultra с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами. Максимальная частота его 3,35 ГГц. Графический процессор обвесом Mali G615 MP6. Запомните, пожалуйста, что на данном процессоре уже у Redmi-ков очень много месяцев продаются смартфоны, и когда вы видите в тестах у меня или еще кого-то, что какие-то у него проблемы, то это не значит, что его не допилили, он такой, скорее всего, и будет. Опять же, это мое субъективное мнение, потому что я тестирую китайские смартфоны тоже, то есть вот этот смарт технически я обозревал еще несколько месяцев назад, просто под другим названием Redmi K70E. Теперь это Poco X6 Pro. Система охлаждения здесь Liquid Cool версии 2.0 с площадью 5000 мм квадратных, интерфейс Xiaomi HyperOS на базе Android 14 версии, оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 8 или 12 гигабайт. Внутренняя память мега быстрая UFS 4.0 на выбор либо 256, либо 512 гигабайт. Скорее всего, для этого они такой процессор сюда и запихали, чтобы можно было внутреннюю память поставить, так же как оперативочку быструю. Хотя, мне кажется, что они сэкономили. Как вы считаете, почему они MediaTek запихали в Poco? Для игр используется технология Wild Boost версии 2.0. По связи поддерживается Wi-Fi 6 версии, Dual 5G, 4G сети и ниже. Все бенды на борту, вся агрегация частот. У меня смартфон ловит связь отлично, датчик приближения работает плохо. У кого-то, я смотрел в обзорах, и люди писали в комментариях, хотя я допускаю, что на форумах пока только продавцы этих смартфонов, и не так и много реальных пользователей. Напишите, кстати, если вы купили, вам уже пришел этот смартфон. Притом датчик приближения в Poco X6 у меня работает как часы. Здесь нет, именно мой экземпляр. NFC поддерживается, MirPay встает без проблем. GPS-тест показывает стандартную точность в 1 метр, что стандартно для Dimensity, но повторяю, что позиционирование по мне лучше идет у Qualcomm. Все еще. Далее, емкость аккумулятора 5000 мАч. В PC-марке смартфон выдал 7 часов 53 минуты, и это очень скромно. Почему? Потому что для PC-марка в среднем бюджете нормальная цифра в 9,5 часов. Но я думаю, вы и так об этом знаете. Я все смартфоны тестирую одинаково, в одинаковой программе, и она максимально
по мне, отражает реальное использование. Если вы не убиваетесь играми, но ползаете в интернете, используете GPS, Wi-Fi, может быть, кто-то напишет мне программу лучше, но вот это мой эталон. При просмотре видео на YouTube в среднем уходит у меня 5% заряда. В играх очень интересно. Смотрите, если в Геншине играть на рекомендованных низких настройках, он поедает 18% в час. Если вы выставляете высокие настройки, через 12 минут вы играть не можете из-за перегрева смартфона, из-за того, что он сбрасывает яркость до 3 с лишним сотен люксов, безумно глючит, подвисает. И вот эти все тесты, которые я в течение 3 часов проводил на лайв-канале для стримов, они, к сожалению, привели к тому, что сегодня, вот когда я сейчас тестировал смартфон, он у меня уже поедает под 25%. Я не знаю, то ли с процессором какая-то беда началась, то ли еще что-то, но его я не советую вам гонять при ультра жестких нагрузках, потому что все бывает, так сказать, физику никто не отменял. Что в К70Е было с этим проблема, что с этим? Так вот, если говорить про тесты, которые я проводил в первые дни, то тот же PUBG New State, он поедает всего 24% заряда. Разумеется, никакие 60 FPS он не держит, разумеется, он греется, разумеется, он сбрасывает яркость, притом довольно сильно. И это МТК. Без Твича сегодня специально в Game Turbo, который я специально не включал, потому что я повторяю, что если ты увеличиваешь частоту процессора, и он принудительно увеличивает яркость экрана, то чисто физически ты смартфон заставляешь изнашиваться быстрее. И вполне возможно, он покажет тебе нереальные цифры. Вот сейчас Смарт отдохнул несколько дней, и сегодня на лайв-канале можете уже после обзора зайти посмотреть стрим. Перейдем к тестам. В тротлинг-тесте смартфон выдает 384 гипса максимально, 313 гипсов в среднем и 257 гипсов минимально при стак-потоках и 50 минутах. Но я его проводил 2 раза, результаты второго теста вы видите тоже на экране, там все намного лучше. Сколько он выбивает в Geekbench, сколько выбивает в 3D Mark, вы видите, притом хочу отметить 2 положительных момента. Первое, 3D Mark он прошел довольно неплохо, и это хороший показатель, без всяких морозилок и всего остального. Я ожидал, что он будет где-то вылетать. И второе, это в Antutu он выдает космическое количество попугаев, 1 миллион 300 тысяч. Но за это он поплатился стабильностью. Стабильность довольно просто проверяется, тоже вам любой гик расскажет, что вы берете Antutu, то, что не любят делать большие блогеры, потому что это показывает нестабильность системы, и включаете тротлинг-тест. Так вот, этот смартфон 45-минутный тротлинг-тест в Antutu пройти не может, не способен, даже без чехла, даже под кондиционером. В морозилке я уверен, что он бы прошел, но мне было интересно, где он пройдет его вне морозилки. Вне морозилки он смог пройти стресс-тест только 30-минутный, он там сходил, мягко говоря, с ума. Во всяком случае, я думаю, что это лучший результат. Переходим к блоку камер. С тыльной части он имеет основной сенсор на 64 мегапикселя с оптической стабилизацией, апертура 1.7 и максимальным разрешением для видеосъемки 4К 30 FPS. Сверхширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов и апертурой 2.2 и макросенсор на 2 мегапикселя с апертурой 2.4. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей, он находится по центру верхней части экрана с максимальным разрешением для съемки видео неплохим 1080p 60 FPS. Короткие примеры вы сейчас увидите, плюс еще сравнение с Poco F3. И для чего это? Да, для того, чтобы Poco X6 Pro выглядел для вас по видео и фото получше, потому что если его сравнивать с какими-нибудь Samsung'ами, у которых в годовых моделях 4К 60 FPS на основном модуле, который, кстати, в ритейле стоит дешевле, или айкушки, или еще что-то, разумеется, Poco проиграет. Ну и максимальное разрешение для съемки 4К 30 FPS, съемка с 2 рук. Опять же, оба смарта в чехлах, в движении. И если в 1080p 60 FPS я видел огромную разницу по стабилизации, здесь, я ее не вижу. Во всяком случае, может быть, она и есть. Кстати, как отрабатывают микрофоны, вы, может быть, слышите. Может быть, стоит и правда не в руках 2 смартфона носить, а на подставке для 2 смартов жесткой. Но во всяком случае я все время делаю это одинаково. Смарты рядом друг с другом. По размеру плюс-минус идентично. По звуку, говорю, сравнивать звук в динамиков телефонов, но это такое себе. Сравните самую маленькую дешевую JBL-ку или какую-нибудь там, не знаю, колонку микро и подумайте, как это дело все запихать в смартфон. Физику они не обманут. Ну а если говорить о перекосе, перекос здесь лютый по звуку. На верхний динамик намного тише. Не знаю почему, может быть это как-то программно потом допилят. Но, смотрите, с автофокусом лучше, по мне, конечно же, Poco X6 Pro. Но довольно забавно. Древний девайс,
относительно древний, сколько ему, 3 года. Но версия F это все-таки премиум. 3-летний против иксов свежих. И насчет оптимизации процессора и всего остального, все оптимизировано. Друзья, гуглите Redmi K70E, когда был выпущен, сколько его в Китае продают. Вот они его обкатали на 2 миллиардах и сейчас обкатывают уже Poco. Менюшка, конечно, для управления камерой намного приятнее и удобнее в Redmi K70E, либо по-другому Poco X6 Pro. И вот так вы сможете снимать себя в лифте. Скорее всего, обзор одним кадром тоже будет, как обычно мы делаем. Но вот так в сравнении они будут выглядеть. Итак, в лифте в сравнении будут выглядеть отработки вашей фронталки. Чтобы никто ложных иллюзий не строил по поводу Poco. 4К 30 FPS. Съемка с 2 рук. Да, конечно, все-таки ушла съемка вперед. Во всяком случае, вот то, что я вижу, что еще и деталей некоторых больше все-таки на Poco F3, кстати. Хотя цвета Poco F3 перекрутил конкретно. Со светом работают, если посмотрите на лампу, плюс-минус одинаково. Кажется. Если говорить про съемку, опять же, против света, вот так это будет примерно. В целом, давайте ночные иксы, абсолютно бесполезные. Везде X6 и X6. Смотрите. Вот так будет ночная съемка. Ну что, 1080p 60 FPS против 1080p 30 FPS у Poco F3 против Poco X6 Pro. И да, основная актуалочка в том, что, скорее всего, когда вы смотрите этот ролик, сейл уже закончился. Если без middle сейла, я вам 10 тысяч раз за ролик скажу, что смотрите повнимательнее, потому что в $300 по факту очень много смартфонов. Вот в 250 аналогов нет, а вот в 300 смартов очень много. Ну что же, Poco F3 против Poco X6 Pro. 4К 30 FPS, Poco F3 лагает по картинке на данный момент намного больше. В разы. По цветам правильнее на данный момент передает X6 Pro. То есть здесь дымка, все бледно. Хотя зелень лучше передает Poco F3, кстати. Ну что же, 1080p 60 FPS, Poco F3 против Poco X6 Pro. Ну, конечно, у Poco X6 Pro прям конкретно лучше стабилизация. У Poco F3 она прям безумно печальна. Во всяком случае, я вижу безумно печальную стабилизацию. Может быть, вы уже видите какую-то другую. Если плавно вести, то Poco F3 докидывает контраста прям под самое не хочу. Плюс еще и, видите, дышит у него автофокус. Но сказать, что Poco все-таки не поработали над камерами, не совсем корректно. То есть, если посмотреть, прогресс прямо на лицо. Прям на лицо и с автофокусом, и со стабилизацией, со всеми делами. Ну и фронталка у Poco X6 Pro, она работает в 1080p 60 FPS в максимальном разрешении. И сейчас вы видите пару фронталку Poco F3, она работает в максимальное разрешение в 1080p 30 FPS. И хорошо, что вроде бы в среднебюджете, который даже низкий средний бюджет, конкретно Poco X6 Pro на данный момент, потому что после сейла это будет уже средний бюджет чистый. Xiaomi озаботились о 60 FPS на фронталку. Это прям молодцы. Могли бы и не озаботиться, прямо скажем.
Ну что, первый мини-видеотест 4К 30 FPS, и я это делаю после обзора одним кадром Zero 30 на лайв-канале, посмотрите. Это, конечно, небо и земля, хотя, опять же, здесь есть 4К 60 FPS. Но мы сейчас с вами обозреваем Poco X6 Pro, и, неплохо. По мне неплохо. Опять же, надо будет смотреть потом исходник, потому что одно дело вижу я, а другое дело потом увидите вы. Может быть лучше у вас, может быть хуже. И немного фронталки в лифте. Чуть-чуть. Основной 4К 60 FPS, съемка самой движение пасмурно, что довольно. Но что есть, то есть. И сейчас вы видите, как Poco X6 Pro имеет возможность снимать в движении. Лучше так, разумеется, не делать, то есть движение не снимать с одной стороны, с другой стороны очень многие пишут, а что будет, если я буду катить на велосипеде и снимать параллельно на смартфон? Ничего хорошего в перспективе из этого не будет, но первично вот такую картинку вы сможете получить. Насколько она хорошая или плохая, соответствует вашим желаниям или нет, решать вам. И это было 4К 30 FPS, сейчас 4К 60 FPS. Насколько отличается картинка на вашем мониторе, решать вам. Но идеально ее, хотя и не назвать, довольно плавненько по мне. По поводу цветов надо будет смотреть, но сейчас я вижу, что цвета он передает правильно. То есть как он запишет, это вопрос. Единственное, по облакам он контраст выкручивает. Ну а так, никакой беды, учитывая стоимость ни с динамическим диапазоном, ни с работой с цветами, я не вижу. 1080p 30 FPS, съемка у дороги фронталкой, вот так вы сможете снимать на X6 Pro. 1080p 60 FPS, съемка у дороги, основной модуль, и так вы сможете снимать на X6 Pro на основной модуль. Ультраширик 4К 30 FPS, съемка у дороги и, разумеется, съемка такая печальная. Посмотрите на облака. Это, конечно, странно. Хотя, может быть, он обработает и все станет приличным. И 4К 30 FPS в HDR. Основной модуль. Как работают микро и все остальное вы сейчас слышите и видите. 4К 30 FPS. Лайк за спокойствие кота. Надеюсь, я его не разбужу. Чувствуете манипулятивные функции. Кто-то женщин добавляет в обзор, а кто-то котов. Девушек иногда. Ну, смотрите, как ему кайфово, да? Ну, имитация. Ест. Притом HDR в 60 FPS не включается. Вообще никак. Ну и ладно. По поводу авто. Работа. Вот наша Sony. Вот наше остальное, что будем тестировать. Мой бывший шлем. И много дорогих приколюх. И место для самообслуживания. 1080p 60 FPS. Много для самообслуживания штуковин. 1080p 60 FPS. Вот так выглядит лед на основной модуль. Кстати, огонь неплохо передает. 1080p 60 FPS, продолжение фудблогинга. И 4К 30 FPS, тоже продолжение фудблогинга. В принципе, для такой съемки лучше, наверное, 4К 30 FPS использовать, если не собираешься двигать камеру. 4К 30 FPS, немного арбузика. 4К 30 FPS, без HDR. Фронталка 1080p 60 FPS, роллинг шаттер, ночь. И если переводить, смотрите. Кстати, даже прилично снимает. Смотрите. Вот так сможете снимать на фронталку. Как микро работает, вы слышите. Это, кстати, 1080p 30 FPS, и я хочу отметить определенный момент, что есть еще ночное фото у фронталки. И это прям интересно, и в этом смысле они прям молодцы. Отдельный режим. Фронталка 1080p 30 FPS, съемка ночью. Вот так примерно сможете себя снимать на X6 Pro. Очень неплохая камера, что основная, что фронтальная по мне. Я ожидал худшего.
И 4К 30 FPS, съемка с одной руки в движении, ночью. Вот так вы сможете снимать, будучи на байке. Разумеется, так делать не стоит, но сможете. 4К 30 FPS, съемка на дороге, и вот так вы сможете снимать с одной руки на этот смартфон. Довольно неплохо по мне, даже учитывая, что 30 FPS. Хотя, опять же, вот со светом он сейчас не справился. Минусы: нет мини-джека, нет места в слоте под microSD, плохо работает датчик приближения, смартфон перегревается иногда, система подвисает, но опять же при серьезных нагрузках. Даже в Wreckfest, это игрушка, которая у меня вылетала только на одном смартфоне, если вы смотрите мой канал, вы знаете, она у меня здесь зависла. Притом без перегрева на каких-то предыдущих задачах. Играл там по 5 минут в PUBG, 5 минут в Геншине, свернул, подождал, что постыл он, и включил Wreckfest. И вот Wreckfest у меня завис на нем. Для кого-то, возможно, это не важно, потому что это а-ля не показатели. Еще какие минусы? Это, разумеется, АОТ на 10 секунд, сброс яркости в играх. Если вы включаете, опять же, распиаренную, вы можете включить максимальную графику в Геншине. Он сбрасывает до 300 люксов, либо в PUBG New State. Если попытаетесь 90 FPS увидеть, которые вы не увидите. Датчик приближения глючит, пиковая яркость держится 1 секунду, потом сброс яркости. В этот ценник есть смартфоны с влагозащитой, для кого-то это будет важно, хотя там другие недостатки. Сильный перекос по звуку в стерео между правым и левым динамиком, то есть нижний громче играет. 45-минутный стресс-тест вылетает наглухо. Убогая камера за эти деньги, потому что за эти деньги, опять же, вы можете много где найти 4К 60 FPS, если вам нужна камера. И зарядка стала менее быстрой, потому что К70E клали зарядку на 90 Вт. Чем мы хуже, я не знаю. И дизайн, я устал, что они копируют Redmi. Poco все-таки самостоятельный бренд на глобальном рынке. Хотелось бы чего-то нового. Минусы не притянуты за уши, потому что цену вы можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Наверное, вы смотрите ролик уже после распродажи. Во время распродажи за 24 тысячи рублей, за которые они продавались на Алиэкспрессе, ничего лучше даже рядом валяющегося вы найти не смогли бы. В районе 30 тысяч, если он будет сейчас. Просто космическое количество девайсов, которые я могу перечислять до упора, и в резюмирую я вам их расскажу. Не забудьте, кстати, подписаться на телеграм-канал скидок. Там много xiaomi-шных смартов. Вчера еще на распродаже было. Телеграм-канал взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Не забудьте, кстати, прийти на стримы, если вам интересны прожарки смартфонов. Резюмировать я бы хотел довольно просто. Смотрите, давайте по пунктам. Максимальная яркость 1600 люксов. Сколько я ее вижу? 1 секунду. Реально я выхожу на солнце, которого у меня хватает. И автояркость срабатывает очень странно. Она делает яркость меньше, чем в максимальном в помещении положении. На данный момент с этой прошивкой в моем экземпляре все нехорошо. По поводу датчика приближения. Если вы его используете только так, все отлично. Если чуть-чуть нагибаете так, все плохо. Если используете мессенджеры, еще хуже. В общем, если у вас такая проблема, я отвечу вам за продавцов Poco, настраивайте датчик приближения. Когда мне скажут, что все эти ультразвуковые датчики у всех одинаковые, у меня на руках я купил в том числе и Poco M6 Pro и Poco X6. Так вот, так как на Poco X6 будет следующий обзор, на Poco X6 нет вообще никаких проблем с датчиком. 0. Если говорить про экран, 120 Гц экрана. Круто. В айкушках за эти деньги, уже за эти, потому что я думаю, что сейчас уже закончились распродажные цены, 144 Гц. Ни 120 Гц, ни 144 Гц вы мало где увидите по факту. В Genshin на минимальных настройках вы играть сможете. У меня нет никаких претензий, это очень классно, там у нас получилось 18% в час. Да, там были фризы, были подлагивания, но ничего критичного. Но мне кажется, что вот учитывая, как он меня на следующие дни без стрима стал себя вести, смарт начинает вести себя в играх хуже. Перегревается быстрее, потому что как только я выставил максимальные настройки, через 13 минут ему пришел конец, мягко скажем. То есть он начал фризить до 9 FPS, и там все было печально. Плюс он 60 FPS никаких, разумеется, не показывал. В Геншине он показывал 45. Если говорить про какой-нибудь там PUBG New State, 90 FPS вы там тоже не увидите. А если говорить про обычное использование, на минимальных настройках все у вас будет, я уверен, волшебно, если его сильно не гонять. Переходим к камерам. 4К 30 FPS. Вспомните, я специально купил Zero 35G и Infinix G10 Pro для того, чтобы рассказать, какие третий эшелон плохие. Но в меньшие деньги они предоставляют 4К 60 FPS даже на фронталку. А здесь у нас 4К 30 FPS на основной модуль, притом я не скажу, что они эталонные. То есть по камерам тоже какая-то получается белиберда. Он супер быстрый, у него супер мощный процессор. По поводу быстрой зарядки тоже. В Китае они продавали на 90 Вт зарядка была, здесь 67 Вт зарядка. Серьезно? А что, хуже что ли стали как-то? Рынок стал более такой, все купим. Почему?
Железка одна и та же, вот это вот К70Е. Опять же, я его тестировал, поэтому у меня через его призму отношение к этому. Потому что там были проблемы такие же. По поводу всяких стресс-тестов и вообще синтетики. Как многие говорят, вот давайте ее не проводить. Давайте ее не проводить, говорит два типа людей. Первый, это которым лень ее проводить, потому что, чтобы вы понимали, один только PCMark, который слетает, у тебя забирает сутки. Помимо этого игрушки еще сутки. И ты должен реально сидеть в этом смарте постоянно. Конечно, никто не хочет проводить синтетику. А еще ужасно то, что когда ты проводишь синтетику, ты видишь эти циферки. Покупатель может сравнить смартфоны по работе в этом. Это все стресс-тесты. Да, они экстремальные, но если ты много снимаешь, много играешь, долго используешь смартфон, много месяцев, то все это накапливается, и по большому счету синтетика по мне отражает. Вы можете написать: Саня, не проводи ни тротлинг-тесты, не проводи ни Antutu, ни 3D-марки, и вообще не гоняй в играх больше 3 минут этот смартфон. Вот все тут хорошо, и тут на максималках, да, у него там проблемы с камерой, да, у него проблемы с играми, но вот можно на максималку включить это на сколько? На 1,5 минуты? Без проверки FPS, чтобы не видеть вообще ничего. То есть тут вопрос подхода. Если говорить о, как любят говорить, эмоциях, красивый желтый. Кто-то скажет, это детский цвет, кстати, я это тоже уже видел в роликах. Кто-то скажет, что вот эта крышка умрет через полгода, потому что она из кожзама. Мне это не важно. Важно, что в одних и тех же тестах разные смартфоны показывают себя по-разному. И мой канал, это, наверное, как правильно говорят, ты все вот про деньги. Да, я про деньги, потому что как только он начнет продаваться в наших магазинах, он будет там сколько? 32 тысячи рублей. За 32 тысячи рублей есть iQOO Neo 9 на Snapdragon 8 Gen 2. Со 144 герцами экрана, лучшей камеры, и там просто цвет, блеск, красота, бомба. Если вы скажете 24 тысячи рублей, вот я его купил, что можно было купить лучше по камере? Samsung A54. Притом самое интересное, что несмотря на то, что система там более тормознутая, он медленный, и вообще по железу у меня к Samsung безумные проблемы, я читал просто море комментариев, где люди переходили с Samsung на iQOO, кстати, с Samsung на Poco, с Samsung на Xiaomi, и писали после этого: как-то мне приятнее здесь. В этом-то и смысл, чтобы мы подбирали все под себя. Так что под ваши задачи вполне возможно этот смартфон будет отличным. Первое, у меня есть на канале рекламные обзоры. Их достаточно много, в основном это третий эшелон. Так вот, с них подписывается людей больше. Когда я делаю этот обзор, вы думаете, вот хайп. Нет. Реально, я потом скину в свою личную телегу статистику по этому ролику, отпишется больше людей, чем подпишется. Притом на какие-нибудь там самые дешевые наушники будет подписок больше. Утрированно на 1000 просмотров. Если я хвалю Xiaomi, будет подписчиков 50. Если я, к сожалению, с негативными какими-то результатами, будет минус 50. И это жизнь. Но, с другой стороны, у меня чистая совесть. Вот почему? Потому что смарт за 24 тысячи классный, но не стоит заниматься, как у нас на работе говорили, очковтирательством. То есть он классный за свои деньги. Перекос стерео есть, перегрев есть. Иногда быстрая зарядка есть, рандом в процессоре есть. Говорю, в играх, в Wreckfest у меня завис, когда я подсъем делал. Он у меня сутки отдохнул, я максимум на него фотографировал. Какого лешего? И я его еще не гонял прям люто. Сегодня погоняю. Я ожидал вот этого смартфона большего, что они скопируют не К70E, а К70 или К70 Pro. Но это уже другая история. Сравнил его для вас, вот все, кто ругают, говорят, вот ты с айфоном. Я с айфоном хожу, 15 Pro Max, чтобы на него делать подсъемы. Я снимаю на iPhone. В смартфонах, которые я тестирую, симки. Здесь помимо симок у меня еще и телеграммы. И я из них не выползаю. Я не отвлекаюсь ни на что. Я вот постоянно мучаю железку. Сколько я контачу с этой железкой, вы не контачите в течение 2 недель. А я контачу за 1 день. Может быть, подростки только больше реально с ним взаимодействуют. Первый и последний раз об этом рассказываю, может быть, на стримах еще буду повторять. У меня есть топы на канале, они обновляются раз в полгода. Poco по-любому там будет, по-любому у них падение продаж, потому что вы видели сами, что в течение 2 недель они делали ценники еще ниже, еще ниже, еще ниже. Не только из-за курса. Если не купили и планируете купить, за 24 штуки бежать просто не задумываясь, минимальной комплектации брать. 25 уже подумать, 26 посмотреть, что тебе надо. А в 30 я вам свое мнение сказал. Возможно и он, но решать, повторяюсь, вам. Девайсу от меня однозначно бесконечное да. Подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.